На Кипре были введены дополнительные ограничения. Давайте посмотрим, какие. Ссылку на сайт, где смотрю правила въезда, оставлю в описании под этим видео. Подготовка к вылету. Авиасообщение осуществляется на регулярной и чартерной основе. Авиакомпания вправе скорректировать срок действия теста и формат ПЦР COVID-19 по внутренним условиям и распоряжениям. При транзитном перелете, непрямой рейс, упрощенный въезд по провизе запрещен. Потребуется наличие шенгенской визы или оформление национальной визы Кипра. Страна транзита может потребовать оформления визы. Виза требуется, по прилету оформление невозможно. При наличии срока действия паспорта не менее 6 месяцев со дня завершения поездки доступна к оформлению упрощенная бесплатная электронная провиза. Это строго для граждан Российской Федерации, также включая детей. Срок оформления провизы от 2 рабочих дней через туроператора до 48 часов на сайте консульства самостоятельно строго в будние дни. Действует не более 90 дней для однократного въезда. Оформление провизы самостоятельно требует внимательного заполнения анкеты при вводе имени и фамилии туриста. Заполнение анкеты доступно на сайте консульства по ссылке. Ссылка на этом сайте также указана. Можете тут посмотреть. Оформление провизы через туроператора доступно строго при 100% оплате тура туроператору в рабочие дни, не позднее 3 рабочих дней до предполагаемого вылета при условии наличия 100% оплаты и подтверждения. Формат получения провизы – электронный документ А4, который должен обязательно быть распечатан и предоставлен пограничным службам в оригинале и быть сохранен в мобильном устройстве. Не принимаются к оформлению на провизу заказы с условиями бронирования в заявке экскурсии, связанных с выездом с Кипра или комбинированных туров, например, Кипр, Израиль, Кипр, и при бронировании в одной заявке граждан Российской Федерации плюс СНГ или граждан Российской Федерации плюс иностранных граждан. При наличии у туриста действующей шенгенской визы категории С, двухкратной или многократной визы типа мульт, действующего вида на жительство, оформлению провизы не требуется. Национальная виза в паспорт оформляется туристами самостоятельно с оформлением визовой поддержки. Услуга может быть платной в зависимости от туроператора, изготавливается строго при 100% оплате подтвержденного тура. Все туристы несут полную ответственность за финальную проверку достоверных и корректных данных по всем типам виз, которые сопровождаются датами нахождения в туре, паспортными данными. Инструкция для самостоятельного оформления провизы также доступна по ссылке на этом сайте. Налог на проживание не требуется. Допуск на рейс потребуется не ранее 48 часов до вылета, строго обязателен, включая детей, к оформлению Купрус Флыч Пас по ссылке консульства. Ссылка также есть на этом сайте. Я прошу прощения, если озвучиваю неверно. Особенности заполнения допуска невакцинированных туристов. После ввода логина и пароля потребуется выбрать формулировку «I've not vaccinated» и загрузить данные ПЦР COVID-19 теста. Особенности заполнения допуска вакцинированных туристов. После ввода логина и пароля потребуется выбрать формулировку «I vaccinated» и загрузить прививочный сертификат с вакцины «Спутник В» или «Sinopharm», полученный с портала госуслуг на английском языке. Особенности заполнения допуска детям до 12 лет. При заполнении допуска система в автоматическом режиме исключит поле загрузки теста ПЦР COVID-19, если дата рождения будет внесена корректно в систему. С одного аккаунта логин доступно оформление допуска всем участникам тура, выбрав поле IDD Passenger. При отсутствии Separate Flight Pass туристы не будут допущены на борт воздушного судна. Есть также инструкция оформления невакцинированным туристам и также вакцинированным туристам. Ссылки есть на сайте. Справка ПЦР COVID-19 потребуется. Сроки актуальности справки не ранее, чем за 72 часа до вылета. Срок в 72 часа теста отсчитывается от времени и даты забора биоматериала, а не от даты получения. Время и дата указываются в справке. Особенности справки. Справка должна быть выдана на английском языке и содержать в себе данные заграничного паспорта в оригинале с синей печатью и рекомендованной формулировкой «негатив РТ-ПЦР». QR-код не обязателен. Освобождена от тестирования дети до 12 лет, не включительно. По прилету осуществляется платное повторное тестирование 15 евро в аэропорту Ларнаки и 19 евро в аэропорту Пафоса.
за исключением детей до 12 лет, не включительно, и вакцинированных туристов с подтверждающими документами. Справки антигена и о выздоровлении не утверждены. Невакцинированным туристам каждые 7 сутки, не считая дату прилета, обязательно потребуется оформить ПЦР COVID-19 или экспресс-тест антиген. Отель и наша компания не гарантируют туристам бесплатное тестирование. Услуга может быть платной на правах постановления Министерства здравоохранения Кипра. Бесплатные экспресс-тесты доступны с ограничениями. Запись производится строго в дату регистрации в отеле при наличии доступных дат. При невозможности получить бесплатное тестирование оплата производится за счет туристов. Примерная стоимость ПЦР-теста 25 евро, экспресс-тест на антигены 10 евро. Место оказания услуг: ПЦР-тест, выездные лаборатории в отеле, информация предоставляется гидом, экспресс-тест на антигены есть в аптеках. На основании результатов туристы получат Safe Pass, который заменит Surprise Flight Pass. Результат теста выдают в печатном виде. Освобождены от тестирования также дети до 12 лет, вакцинированные туристы строго при наличии Surprise Flight Pass с загруженным сертификатом. А вакцинированным туристам потребуется оригинальный сертификат, заменяющий справку ПЦР COVID-19. Одобренные вакцины для въезда Кипр признает Спутник В, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Sinopharm. Информация по вакцине Спутник Лайт отсутствует. Особенности сертификата. Обязательное наличие информации в сертификате дат ввода 2 доз. Нет утвержденных данных по дате ввода 2 дозы вакцины. Рекомендуем иметь сертификат с датой 2 дозы не менее чем за 14 дней до въезда в страну. Сертификат о вакцинации в обязательном порядке должен быть переведен на английский язык и содержать в себе данные заграничного паспорта. Сертификат можно получить на сайте госуслуг. Формат предоставления сертификата: оригинал сертификата на английском языке, документы на русском языке и сертификаты, книжки не будут приняты. А туристы, не имеющие при себе сертификат, полученный по формату с госуслуг, должны оформить справку ПЦР COVID-19 и осуществить тестирование по прилету на общих основаниях. С 21 июля 2021 года на основании протокола места назначения изменились правила въезда для вакцинированных туристов. Есть также ссылка на протокол. И образец-пример: сертификат справки о вакцинировании. Карантин не потребуется. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться виза в страну, выбранную по туру в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Информация о правилах въезда уточняется туристами самостоятельно, и повторный тест на обратном пути следования может потребовать авиакомпания. Основным документом прохождения границы Российской Федерации является оригинал ВНЖ, свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации или паспорт Российской Федерации. Финальное решение о пропуске в Российскую Федерацию будет принимать пограничный контроль. С 10 июля 2021 года для пересечения границ Российской Федерации потребуется отрицательный результат ПЦР COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию, с обязательным наличием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Ссылки также есть на этом сайте. Перед и по возвращению в Российскую Федерацию подробнее можно ознакомиться с правилами на этом же сайте. Если у вас остались какие-то вопросы, можете написать мне в комментарии, либо написать в чат. Менеджерам они ответят на ваши вопросы. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать, и ставьте лайки, если видео было полезным. До скорой встречи, всем пока!